Всем хай, с вами Настя Климова. У нас с вами свеженькое событие в мире веб-анимации, дамы и господа. Вышел короткометражный мультфильм «Локадейзи». Я честно скажу, я им до этого плотно не интересовалась. Я видела частично отрывки работы над ним, знала, что существует вот такая вселенная с ретро-котиками, так сказать. Но я никогда не углублялась в нее. И вот 29 марта, вот буквально пару дней назад, вышел мультфильм, и он просто шикарен. Я хочу в этом видео разобрать, почему он шикарен, почему он особенно шикарен как мультфильм рейтинга R, и почему я считаю, что вам всем стоит его посмотреть. Так что давайте уже занырнем в эту тему. Мультфильм срежиссирован аниматором Фейблом Сиглом под крылом Iron Circus Comics. Работа над ним началась в 2020 году, и он был снят на деньги, собранные из добровольных пожертвований на сайте Kickstarter. Вот что может творить народная любовь, ведь в течение одного дня нужная сумма была уже собрана. Короткометражка основана на веб-комиксе за авторством Трейси Батлер, выходящем аж с 2006 года и на данный момент насчитывающим уже более 170 страниц. Я мимолетом с ним ознакомилась и, честно, была поражена уровнем проработки деталей. Невероятно, сколько труда было вложено в каждую страницу. Я, как человек, ненавидящий рисовать фоны, честно, была приведена в трепетный ужас от детализации задников, но это только еще больше заставило зауважать автора. Это настоящая любовь к своему проекту, тянущаяся через года. Локадейзи происходит в 20-х годах прошлого века, когда в США вовсю действовал сухой закон. Производство, транспортировка и продажа алкоголя были незаконными, и, конечно же, по всей стране развернулась активная преступная деятельность. Были целые синдикаты, специализирующиеся чисто на нелегальном обороте спиртного. Естественно, в таких условиях барному бизнесу просто невозможно было существовать легально. Локадейзи — это название некогда популярного подпольного бара, который после убийства его владельца пришел в упадок, и его работники делают все, что в их силах, чтобы сохранить заведение на плаву. Собственно, события мультфильма показывают нам небольшой эпизод длиной в один вечер, где трое работников, некогда выступавших на сцене, вынуждены отправляться на опасные вылазки, включающие в себя осквернение могил, перестрелки, погони и немного динамита. И все это ради того, чтобы достать очередную партию ценного и запретного напитка. Но, как я уже сказала, я в фандоме не состою, и, как говорится, за лор глубоко не шарю, так что в этом видео я бы хотела высказаться о вышедшей короткометражке больше как о самостоятельном явлении в мире веб-анимации. Начнем с того, что выглядит она просто шикарно. Я бы сказала, выше всяких похвал, ничуть не уступает работе студийного качества. К созданию мультфильма приложило руку больше 150 человек, и работа, проделанная над анимацией, композингом и звуком, просто заставляет захотеть встать и хлопать. Я даже могу заявить, что на фоне этого тот же пилот Хазбина, хайповавший как не в себя пару лет назад, выглядит как девятка рядом с Мерсом. Вот, кстати, затрагивая Хазбин и адский босс от VZ Pop. Они как бы сейчас являются королями веб-анимации. Даже если кто-то их не смотрел, но хотя бы одним глазом следит за анимационным контентом на ютубе, 100% слышал про них. Хазбин сейчас, правда, реализуется в виде полноценного сериала на ТВ и стриминг, так что он немного выбывает из этой категории. Но остается зато адский босс, который происходит в той же вселенной и по тону фактически идентичен пилоту Хазбина. Этот мультсериал себя позиционирует как мультфильм для взрослых, то есть это рейтинг R или даже NC-17 скорее. Соответственно, что он у нас включает как образцовый мультфильм для взрослых? Пошлые шутки, резня, очень много мата и еще больше пошлых шуток. Является ли это правильным или неправильным подходом к созданию мультфильма для взрослых, я утверждать не ручаюсь. Но лично мне кажется, это не должно кончаться на привычном стереотипе «для взрослых равно неприлично». Я считаю, что Локадейзи как ничто иное идеально демонстрирует мою мысль здесь. Он вроде подпадает под рейтинг R, но, прошу заметить, ни одной пошлой шутки, ни одного мата. Но зато у нас есть настоящий драйвовый экшен с перестрелками, немного показана кровь и демонстрируется алкоголь, что как бы не дает ему удержаться в пределах PG-13. Я бы назвала это приличным взрослым мультфильмом, который реально приятно смотреть, в котором юмор не держится на нецензурной брани и сексе. Потому что пошлый юмор привлекает не столько взрослую аудиторию все-таки, сколько скорее подростковую. И то, что взрослый фильм все еще может оставаться вполне культурным, в последнее время что-то забывают. Особенно, когда это касается анимационных фильмов, и я очень рада, что Локадейзи продемонстрировали это наглядно. Перед нами невероятно красивый во всех смыслах этого слова, грамотно сделанный боевик в сеттинге начала 20 века. С котиками. Кстати, о том факте, что они все коты. Обычно принято считать, что вымышленная вселенная с говорящими животными не считается рабочей, если в ней можно заменить животных на людей, и сюжет все равно будет иметь смысл.
Два ярких примера иллюстрации, которые обычно приводят хороший Зверополис, плохой Зверопой. И да, в общем-то, это действительно так. И Локадейзи в данном случае подпадает в разряд плохого примера, но я хочу отметить, что коты здесь так хорошо вплетены в эстетику и так приятно проработаны, что у меня даже не возникало вопросов по этому поводу. Здесь это просто работает и все, потому что очень красиво и с умом. А я могу только встать и похлопать еще раз всем, кто проделал работу над этим проектом. Да, они не имеют никакого веского основания быть именно котами, а не, скажем, псами или просто людьми, но, черт побери, эти мелкие кошачьи черты в их поведении, аккуратно вплетенные в антропоморфные образы, это просто конфетка. Могу лишь еще раз высказать мое бесконечное восхищение этим мультфильмом. Это эстетика начала прошлого века, приятная, высшего качества покадровая анимация, в которой местами проскакивают линии построения, даря ей больше жизни. Это приятное музыкальное и звуковое оформление и озвучка. Готова обсуждать это раз за разом, честно. Хочу даже привести в пример одну из моих любимых сцен. Она мне прям очень нравится в плане звукорежиссуры, потому что, несмотря на сильное драматическое напряжение, в ней вообще нет музыки. Это усиливает погружение и помогает сильнее почувствовать эту тихую, напряженную до предела обстановку и полностью сконцентрироваться на шумах. Просто послушайте. Для очень многих аниматоров работа над этим проектом стала, можно сказать, дебютом и большим вкладом как в копилку опыта, так и в профессиональное портфолио. Я желаю этому мультфильму получить все внимание, которое он заслуживает, и раз уж это пилот, возможно, быть взятым в производство какой-нибудь студии. И кто знает, может быть, через несколько лет свет увидит одноименный мультсериал. Я, честно, посмотрела бы такое с огромным удовольствием, а пока ждем дальнейшего развития. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если вы еще не видели Локадейзи, то бегом смотреть. В общем, будем следить за судьбой этого мультфильма. Я надеюсь, его ждет большое будущее, потому что он заслужил. И, в принципе, сеттинг комикса очень необычный. Мне теперь хочется, если честно, этот комикс прочитать целиком, потому что он прекрасен, особенно проработка панелей в нем. Мне кажется, что это будет шикарный экспириенс. В общем, рада вас всех познакомить с этой темой. Всем хорошего дня. Всем пока.